Все мы любим видеокарты. Их соблазнительные изгибы пропеллеров, их манящий блеск теплотрубок, вожделенное тепло, которое они дают всеми фибрами своей текстолитовой души. Но помимо прочего, любим мы и истории видеокарт. Как они появились, когда и что потом с ними стало. Сегодняшний ролик — это, с позволения сказать, сравнение GTX 1080 Ti и ее последователя в делах графических RTX 2080 Ti. Разумеется, сравним мы их и производительность, что 1080 Ti может в 2023 году и насколько она отстанет от 2080 Ti. Но для начала окунемся в историю создания флагманов. Но сначала немного о картах. GTX 1080 Ti я купил на Авито за 15 тысяч. Это ее рыночная цена на сегодняшний день. Исполнение от гигабайт, трехкулерное, но довольно-таки компактное. Всего 2 слота в толщину. В тестах она грелась до 75 градусов в среднем под разгоном на 1900 МГц. Также была разогнана память на плюс 550 МГц, что немного прибавило к производительности. RTX 2080 Ti я заказал с Алиэкспресса за 26 тысяч. Сейчас ее продают чуть дороже из-за курса, но актуальная цена будет по ссылке. Вариант пришел на удивление новый и даже с пломбой. Вендор как бы Jisho, но в то же время и MSI. Как так вышло? Смотрите прошлый ролик про эту карту и узнаете, почему так. После месяца использования могу сказать, что карта работает и каких-то проблем с ней не было. А то некоторые писали, что через 2 недели она отвалится и все в таком духе. Единственное, что это турбинное исполнение, оно шумное. Однако это лечь с андервольтом в 2 клика, что я и сделал. И да, судя по отзывам, всем приходят новые карты лишь с разным исполнением. Может быть либо MSI, либо Gigabyte. В общем, ссылку, где покупал ее, оставлю в описании. Ну а теперь вернемся к истории. Поколение NVIDIA Pascal начало выходить на рынок в мае-июне 2016 года, тогда еще в лице GTX 1080 и GTX 1070. Позже, в следующие пару месяцев, вышли и остальные карты 10-й линейки. Прирост производительности по сравнению с Maxwell составлял в среднем 40%. В общем и целом, линейка получилась крайне удачной. За свой ценник поколение предлагало хороший скачок производительности и энергоэффективности. Так, GTX 1070, имеющая на 2 гигабайта памяти больше, стала мощной и энергоэффективной заменой для GTX 980 Ti, а уже легендарная GTX 1060 заменила GTX 980. Последующие годы эта народная любимица бессменно занимала первое место в рейтинге видеокарт среди пользователей Steam. Наша же героиня обзора GTX 1080 Ti появилась на рынке в феврале 2017 года. По устоявшейся традиции NVIDIA игровой флагман вырос из Titan X. Вернее, это брат-близнец Титана, разжалованный из профессионального ускорителя в игровой. Вообще, понижение в должностных характеристиках никак не сказалось. Они практически идентичны. NVIDIA не стала обрезать ядра и транзисторы у 1080 Ti, дабы разница на фоне простой 1080 была наиболее заметна. По сравнению с Titan X был отключен один из 12 контроллеров RAM, 8 ропов и одна секция кэша L2, из-за чего шина сузилась с 384 до 352 бит. Итого мы имели чип GP102, произведенный по нормам 16 нанометров FinFET, насчитывающим 12 миллиардов транзисторов и 3840 ядер CUDA, 11 гигабайт GDDR5X памяти при 352-битной шине и новейшую архитектуру Pascal. Кстати, о ней. Став улучшением всего того, что было заложено в Maxwell, она предлагала улучшенные алгоритмы компрессии цвета. Если Maxwell умел кодировать только в соотношении 2 к 1, то Pascal научился кодировать и 4 к 1. Или комбинированный 8 к 1 алгоритм. На картинку это никак не повлияло, но давало прирост к пропускной способности памяти аж в 20%. Модификация блоков обработки геометрии Simultaneous Multiprojection. Если раньше зеленые карты могли одновременно проецировать геометрию сцены на перпендикулярные плоскости, которые в итоге составляли куб, то теперь стало возможно отображение до 16 проекций, составленных произвольным образом. Нужно это было в набирающем популярность VR, а также для быстрой работы многомониторных конфигураций, а именно корректном отображении сцен в экранах, стоящих под определенным углом. Ранее без SMP изображение на нескольких мониторах не искажалось, только если они были выстроены в одну прямую линию. Расширение возможностей в DirectX 12. Async Compute. Динамическое распределение ресурсов GPU между графической и вычислительной нагрузкой. Ранее такое было только у адаптеров AMD. Tiled Rendering. Разновидность рендеринга, который пришел к нам из мобильных GPU. Разбивает сцену на участки, тайлы, которые последовательно рендерятся в единую картинку. В десктопе используется мгновенный рендеринг всей картинки, но
Pascal умеет использовать и преимущества мобильной разновидности, тем самым экономия PSP видеокарты. Появились и новые порты, интерфейс HDMI 2.0B и DisplayPort 1.4. Максимальное разрешение теперь стало 8К, это 7680 на 4320 пикселей при 60 Гц. Вышла карточка с ценником в $649. Ее выход сопровождался снижением цен на GTX 1070 и 1080. Те на старте стоили $379 и $449 и $599-699. Стандартные и Founders Edition. А после релиза флагмана были оценены в $349 и $399 и $499 и $549. То есть выход GTX 1080 Ti был праздником вообще для всех. Ну, кроме счастливчиков, которые купили Паскали на старте по фулл прайсу. Кстати, заходите по ссылкам в описании. Там я подобрал лучшие комплектующие на 2023 год. Там и видеокарты, и процессоры по самым выгодным ценам. Время идет, все меняется. И вот наступает сентябрь 2018 года. На рынке появляется новый игровой топ. RTX 2080 Ti из семейства Turin. Да, теперь вся линейка имеет название RTX, а не GTX. Не считая, конечно, поздних адаптеров GTX 1660 Series. Да, цифровой нейминг скакнул. Если раньше все было вполне логично, там 780, 980, 1080, то теперь цифровое название будто перепрыгнуло аж на 10 поколений вперед. Впрочем, подозреваем, это маркетинговая уловка, которая показывала, насколько новое решение далеко ушло от всего ранее выпущенного ширпотреба. Однако до названия линейки никому не было дела. Ведь все были в шоке от цены флагмана — $999. На $350 дороже предыдущей GTX 1080 Ti. Что же предлагала новинка за такие деньги? RTX 2080 Ti была построена на чипе TU102, а это значит 12 нанометров FinFET, 18,6 миллиардов транзисторов, 4608 CUDA ядер и некие 72 Ray Tracing ядра и 576 тензорных ядер. Памяти было столько же, 11 гигабайт, но уже GDDR6. Шина также 352 бита. А что нового в архитектуре? RT-ядра. Нужны для рендера нового типа освещения в играх. Тензорные ядра. Улучшенные тензорные ядра, которые пришли в Turin с профессиональной Volta. Нужны для работы с нейросетями, которые нужны будут, например, для просчета DLSS или DLAA, или шумоподавления в сценах, а также для машинного обучения. Расширенная поддержка DirectX 12. Улучшенные синхронные вычисления и обработка шейдеров. Теперь производительность в данном API ничем не уступает таковой AMD Radeon. Появилась и пара новых графических технологий. Mesh Shading. Это тип рендеринга сцен со сложной геометрией. Там, где это возможно, фича незаметно упрощает геометрию, разгружая тем самым видеокарту. Экономия ресурсов и повышение производительности в ущерб малозаметным объектам. Variable Rate Shading. Это фича, которая позволяет упрощать рендер сэмплов 4 на 4 пикселя вне фокуса сцены. Подобные участки зачастую маскируются в играх эффектами размытия, например, в гоночных симуляторах. И данная фича требует внедрения разработчиками, но позволяет экономить видеопамять и повышать производительность. Texture Space Shading — это значение шейдерных данных, которые хранятся в памяти в специальном текстурном пространстве, откуда потом могут повторно вызываться. Простым языком, при рендере изображения в VR, где сцена дублируется на каждый глаз, оба изображения обмениваются данными для рендера, что приводит к повышению производительности. DLSS — новый тип сглаживания, который работает на основе нейронной сети. Также DLSS может реконструировать изображение в высоком качестве из нативно меньшего, что повышает производительность и улучшает картинку. Ray Tracing — новый тип построения освещения в играх, в котором симуляция поведения световых лучей производится в реальном времени. Из плюсов это достоверная картинка с живым динамичным освещением, где свет и затенение ведут себя так, как вели бы себя в реальной жизни. К тому же разработчикам больше не нужно вручную прописывать каждый лучик. Ray Tracing сделает все самостоятельно. Минус 1. Новая графическая фича, невероятно прожорливая. Bounding Volume Hierarchy. Инструмент, который призван ускорить трассировку лучей. Он предполагает разбиение сцены на структуру иерархически связанных блоков, в которые входят разные геометрические примитивы. То есть фича сама все просчитает и протестит, ускорив симуляцию поведения лучей. Multi-View Rendering является развитием Simultaneous Multi-Projection из Pascal. Данный метод повышает количество отображаемых проекций с 16 до 32, а также повышает угол обзора в VR до 200 градусов. Foveated Rendering. Фича для снижения качества рендера в VR и повышения производительности. NVENC H265 теперь умеет кодировать в 8К при 30 кадрах. Остальные типы кодировки теперь умеют стримить в 4К без существенной нагрузки на CPU.
Порт и выводы изображения. DisplayPort 1.4a упростил вывод изображения в 8К 60 Гц. Ранее на Pascal нужно было несколько проводов для такого разрешения. К тому же Turing может выводить изображение на 2 таких монитора, так еще и с HDR. А еще новый порт Virtual Link, он тоже 8К поддерживает. SLI. Потихоньку уходит в прошлое SLI, но в Turing он все еще доступен, правда только для 2080 и 2080 Ti. Объединить можно 2 видеокарты. Так, для связки с 2080 доступно 8К 60 Гц, 5К 75 или 4К 144 Гц. 2080 Ti поддерживает дополнительно еще и 8К Surround. Кое-что добавили и в GeForce Experience. Теперь в нем можно делать высококачественные скриншоты с трассировкой лучей Ansel RTX. Причем проработка лучей будет лучше, чем в самой игре. А еще, благодаря нейронным сетям, через Ansel AI Up-Res можно будет делать графонистые скриншоты в повышенном разрешении, качестве и проработке. Итак, на релизе флагман стоил $999. На сей раз никакого праздника, все платят одинаково. Одинаково много. За инновации приходится платить. Более масштабный чип, новые ядра, новая память. Quank, возможно, и инноватор, но точно не благотворитель. Однако, насколько RTX 2080 Ti была мощнее своей предшественницы? А вот это мы сейчас и выясним. Вот, кстати, результаты теста суперпозиции. Разрыв между картами около 30%. Игры тестировались в 1440p. Там, где есть трассировка и DLSS, они отключены, по понятным причинам. Apex Legends. Киберспортивные настройки. Игра динамичная, и, как мы видим, по фреймрейту разброс такой же, динамичный. На 1080 Ti FPS отличный, держится в районе 150 FPS, иногда снижаясь, иногда повышаясь. На 2080 Ti ожидаемый FPS выше, в районе 200, с такими же качелями. В общем-то, понятное дело, что Turing затащил, но абсолютно играбельно на обеих карточках. Assassin's Creed Valhalla. Очень высокие настройки. Вот за что мы любим сингл-проекты, так это за их возможность тестить в идентичных сценах. Разница между ускорителями заметная. 1080 Ti сложновато в данном проекте, но, тем не менее, карта выдерживает 60 FPS. 2080 Ti в этом смысле попроще, у нее 70-80 кадров без существенных просадок. Уже начинают напрашиваться некоторые выводы, так что же дальше будет? Atomic Heart. Высокие. Советский игропром всегда радует, если не картинкой, то хорошей оптимизацией. А идеальное техническое состояние значит порой больше, чем Next Gen графон. И, судя по всему, GTX 1080 Ti сделана с учетом самых строжайших ГОСТов. Карточка держит стабильные 60 кадров, иногда выдавая вплоть до 70. Ну а 2080 Ti идет еще дальше и выдает 80-90 кадров, подбираясь к 100 кадрам. Стаханщина просто. Battlefield 2042 ультры. В общем-то, тут и так все понятно, обе карты затащили. Однако, как говорил Иван Васильевич, есть нюанс. 1080 Ti выдает 70 кадров, а 2080 Ti 90-100. Играбельно в обоих случаях, тем более у нас ультры, которые в мультиплеере нам нафиг не нужны. Control, ультра. Вот и первый проект, посадивший 1080 Ti на попу, ниже 60 кадров. Увы, Pascal держится в районе 45-50 кадров, что тоже неплохо для этой игры. 2080 Ti в этом смысле молодец, выдавая уже 70-80 кадров, что, разумеется, послаще да поприятней. К тому же время кадра на 1080 Ti более ершистое, пусть и ничего прям ужасного не наблюдается. Cyberpunk 2077. Ультры с AMD FSR на качество. Казалось бы, ужасающие настройки, которые RTX 3090 в кошмарах снились, но игру уже залатали патчами до играбельного состояния. На 1080 Ti получится поиграть в 35-40 кадров, а на 2080 Ti уже вполне в стабильные 70 кадров. Для 1440p и ультра это очень хороший результат. Days Gone, ультры. Пример, пожалуй, идеального порта бывшего эксклюзива. Быстро, стабильно, без багов. Так, на 1080 Ti получаем 70-80 кадров, а на 2080 Ti 90-100. В начале теста было замечено несколько фризов, об этом мы поговорим в конце ролика. Dying Light 2. Высокие с AMD FSR качества. На обеих картах спокойный фреймтайм, да и фреймрейт тоже не лихорадит. У 1080 Ti это в среднем 70, у 2080 Ti 90. Иногда повыше, но не существенно. Fortnite высокие. После патчей на более крутое освещение форточка прям нещадно нагибает все, что может выводить изображение. Нашим обеим картам пришлось несладко при высадке на карту, фризы привет. Однако на земле все гораздо лучше. Если у 1080 Ti 60-70 кадров, то у 2080 Ti свыше сотни. Однако фризы и тут не отпускают. Подозреваем дело в записи геймплея. Mafia Remake высокие. Обе карты блестяще справляются со своей задачей.
1080 Ti выдает стабильные 80 кадров, а 2080 Ti так и вовсе всю сотню. Да и линия кадра ровная. RDR2. Ультры с AMD FSR качества. Итак, в ингейме мы имеем около 50 кадров на 1080 Ti и 7080 на 2080 Ti. Вполне сносно, без проблем играется и там, и там. Shadow of the Tomb Raider. Ультры — еще один пример отличной оптимизации и высокого FPS. Топовый Паскаль выдает здесь 90-100 кадров, а топ Turing так и вовсе 120 в среднем. В более тяжелых локациях также будет более 60 кадров. The Last of Us Part 1. Высокие. Мы, конечно, на релизе всякого ужаса наслушались, однако, как видите, все не так плохо. Игру чинят, и даже 6-летний Паскаль вполне себе вытягивает 50 кадров, правда с просадками до 40. Ну а что до 2080 Ti, то тут вообще 80-90 кадров с редкими просадками до 70. Наверное, лучше еще патчи подождать. Ну и что тут можно сказать, подводя итоги. GTX 1080 Ti родом из безмятежного 2017 года спустя 6 лет не растеряла своей удали. Топ вышел на редкость удачным и производительным. Спасибо родословно из княжеского рода Titan X. И сегодня карточка продолжает держать марку, выдавая хороший фреймрейт на ультра настройках. Правда, 1440p вот тут будет излишним. Лучше всего ей подойдет 1080p, FPS будет выше и в целом стабильнее. Покупать ее сегодня или нет — это вопрос спорный. Все зависит от цены и состояния. Как-никак на жизненный путь ускорителя пришлось аж 2 майнинг-лихорадки, но производительность у нее, конечно, отличная. Да и 11 гигабайт памяти уже отнюдь не излишек, а необходимость. RTX 2080 Ti ожидаемо показала себя лучше. Имея свежую архитектуру, более высокую производительность и поддержку трассировки лучей и DLSS, карта может показаться более предпочтительным выбором. И так-то оно так, но вот есть одно но. Карта существенно дороже, а производительность с трассировкой далека от идеала. Так что все здесь зависит от цены и состояния по факту, ибо обе карты реально хороши. Также в тестах временами проскальзывали фризы, что было хорошо заметно на линии кадра. Как мы уже обмолвились, подозреваем, что все дело в записи геймплея. Без него нагрузки будет меньше, FPS стабильнее, и фризов, соответственно, должно стать меньше. Также в случае с GTX 1080 Ti, если есть возможность, лучше играть в DirectX 11. С ним Паскаль более производительный, а Turing уже хорош как в 11, так и в 12 DirectX. Ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели до конца, и если ролик вам понравился, а я знаю, понравился, не поскупитесь на лайки, комментарии, колокольчики, подписки. Нам это поможет как залететь в алгоритмы YouTube, так и просто улучшит настроение. До новых встреч, друзья! Пока-пока!